прежде не будет. Как прежде не будет ни у кого. Вы убиваете женщин, детей, вы отправляете спокойно своих сыновей на эту войну, неся беду, горе, смерть другим. Эти люди уже никогда не смогут жить нормальной, счастливой жизнью. В этом они виноваты только сами. Зовут меня Татьяна, я из города Николаева. Я работала психологом и декоратором. Мне 60 лет. Исполнилось вот уже здесь в апреле месяце. Это называется ПВЦ «Железничар». Вот здесь у нас чембаза особая. На этой базе собрали только инвалидов и людей с очень тяжелыми заболеваниями. Это ДЦП, это аутисты, это после инсультов, это люди, которые колясочники. Я человек, который им помогает. Помогает выжить в этих условиях, не просто выжить, помогает жить нормальной жизнью. Утром я спала, и мне сын позвонил, разбудил меня и сказал: мама, срочно вставай, война. Это был даже не просто страх, когда ты не понимаешь вообще, что происходит, и самое главное, не понимаешь, что теперь надо делать, как с этим жить. Николаев начали бомбить сразу, тут же, в первый же день. Когда начались сообщения, где бомбили, что люди погибли, пришло реальное осознание, что да, это вот самая настоящая война. Появилась такая мысль, что хорошо, что мои родители не дожили до этих дней. Они оба были дети войны в свое время. Мама мне очень много рассказывала о войне. И мама всегда говорила, что все можно пережить. Какие бы трудности ни случались, это все проходящее. Вот самое главное, чтобы не было войны. И дай Бог, чтобы вы никогда не узнали то, что узнали мы. И вот когда война теперь коснулась наших детей, наших внуков, поняла очень хорошо мамины слова. У нас в первые же дни организовали службу помощи психологической онлайн. Иногда по 40 звонков в день. То есть практически круглосуточно мы все дежурили на телефонах. Мы помогали людям пережить вот этот шок, стресс. У многих началась депрессия, у многих началась паника. И, честно говоря, вот как-то от того, что работала 24 часа в сутки в этой психологической поддержке линии, не было мысли уже думать как-то о себе. Бомбоубежища очень многих были не приспособлены к долгому сидению. Поэтому, да, вот советую сейчас, вот пока у вас есть свободное время, организуйтесь там своим подъездом или домом, своей группой, наведите порядки в бомбоубежищах на всякий случай, сделайте там запас воды, лекарств. Объясняла людям, какие даже элементарно в панике они не знают, куда побежать, что им купить. Пойдите в аптеку, купите такие-то лекарства, чтобы у вас дома были, сделайте запас воды, сделайте запас продуктов. При звуках сирены, да, город пустел, люди стали ходить за продуктами только там раз в неделю, грубо говоря, раз в несколько дней. Уже не было просто гуляющих по улицам, вот по паркам, чтобы ходили, гуляли. Появилось такое ощущение тревоги. Все ждут, вот все ожидают, и, естественно, ожидают, так сказать, плохого. И вот все как бы насторожились. Мне надо было вывести обязательно внучку, у нее начались очень сложные психические проблемы в связи с постоянными обстрелами, постоянно мы бегали в бомбоубежище. Ребенок вообще перестал спать, есть, то есть я поняла, что надо спасать ребенка. Вопрос страны не стоял так, как я когда-то в свое время, я 15 лет прожила в Болгарии, я очень хорошо знаю болгарский, в совершенстве владею. Ехали в расчете, что это буквально 2-3 недели, поэтому практически без вещей, без ничего, но вот сейчас чуть-чуть постреляют, и мы все вернемся домой. Денег не было на дорогу, мы на перекладных все время, чтобы бесплатно сюда добраться. Пару дней мы отдохнули, а потом появилось такое чувство вины перед теми, кто остался там. У меня очень много осталось там друзей-волонтеров. И когда я смотрела ленту в Facebook, как они помогают, как они развозят гуманитарку, как они вывозят наших из этих сел, где постоянные обстрелы, чувствовала, что я виновата. Они там этим занимаются, а я тут отдыхаю. Поэтому я тоже начала сразу волонтерить. Жили мы в отеле, где было 250 человек. В основном все были такие, которые приехали на неделю-две, то есть не было у людей ни вещей, ни обуви, ни памперсов, очень много было маленьких детей.
И я благодаря своему болгарскому языку я сразу начала писать посты в Фейсбуке, зарегистрировалась во всех группах «Варна помощь», «Болгария помощь» и так дальше. Начала рассказывать о нашем отеле, начала просить помощь для всех, кому что надо было. И таким образом, так сказать, действительно обрела, что ли, значимость. Николаев сейчас, к сожалению, очень сильно бомбят. Это очень важный стратегический город, так что, ну, вы знаете, Херсон захвачен. Николаев является той точкой, которая не позволяет пойти на Одессу и продвинуться вглубь Украины, не позволяет выйти к Черному морю. Поэтому у нас были такие ночи, когда за одну ночь случилось по 40, по 48 было прилетов. Разбомбили очень много зданий промышленных, инфраструктура, огромное количество школ, садиков, институтов. 3 самые крупные университеты в городе, они полностью сейчас уничтожены. И, к сожалению, очень много домов. По последним сводкам у нас по Николаевской и по Николаеву уже 440 человек погибших. Среди погибших есть и дети. И, к сожалению, не все люди смогли оттуда эвакуироваться по разным причинам. Кто-то не смог физически, кто-то морально не смог в себе это пересилить, потому что все-таки уехать в другую страну, вот так вот в никуда, где тебя никто не ждет, особенно если у тебя нет денег, ну, на это тоже очень трудно решиться. И Николаев продолжают обстреливать каждый день. Сейчас мы наступаем и пытаемся выбить врага из Херсона. И как ответ, так как мы ближе всего, в ответ очень сильно страдает Николаев. Очень трудно тем, кто вот уехал в эмиграцию, во-первых, потому что они оторваны от дома. Какие бы условия ни создавались, кто-то живет в семьях, кто-то в отелях, кто-то... Это же все равно не дом. То есть это везде у нас временное пристанище. У нас нет своих вещей. Мы носим то, что нам дают волонтеры. Мы не можем, как говорится, есть то, что мы хотим. Мы не можем жить так, как мы хотим. Мы живем так, как мы вынуждены жить. При этом полная неизвестность, когда мы сможем вернуться и куда. Ведь очень у многих уже просто нет дома. То есть людям реально возвращаться некуда. Вот эта вот неизвестность, это бессилие вообще что-то сделать и как-то повлиять на ситуацию, это, естественно, боязнь за всех. Тут у всех есть близкие, которые остались на Украине. Мужья, отцы, дети, родители. Все, естественно, очень сильно переживают. Нельзя назвать это вообще полноценной жизнью. Все равно это, как бы мы ни хотели сказать, это выживание. Это вот временное выживание. А тем, кто остался там, очень трудно, потому что на фоне всех смертей и разрушений, которые происходят каждый день и буквально ежечасно, ежеминутно они подвергают свою жизнь опасности. То есть каждый из них прекрасно понимает, что следующий прилет может быть вот в этот дом, и завтра их уже может не быть. Очень трудно с точки зрения, опять-таки, финансовой. В Николаеве сейчас практически нет работы. Те, кто остался там, им жить не за что. Люди ищут всевозможную работу, подработку, устраиваются кто где кем может. У нас там очень большие проблемы сейчас с водой. К сожалению, вода, которая подавалась в город, она шла из Херсона, когда взорвали водопровод. Теперь у нас нет питьевой воды в кранах, то есть это надо ходить за питьевой водой, это надо ходить, стоять огромная очередь, получать гуманитарную помощь. То есть, ну, это вообще не жизнь. Это да, но опять-таки вынужденное выживание, потому что, ну, одеться им просто некуда. К сожалению, статистика такая говорит, что 80% людей, они не смогут до конца 100% изжить то, что с ними произошло. Все равно это останется. Это останется травма, она отразится где-то и на характере людей, где-то на образе жизни, где-то на взаимоотношениях. Но хотя бы остальную часть, да, мы должны будем восстановить. Нельзя сейчас впасть в депрессию. То есть нельзя поддаться вот такому вот состоянию, что жизнь кончена. Да, жизнь уже никогда не будет такой, как она была. Это надо опять-таки понять. Есть 2 категории людей. Одни очень настроены пессимистично, то есть все, вот война, все разрушено, жизнь у нас закончена, жизнь незачем. И такие люди впадают в очень глубокую депрессию.
И потом с ними работать очень тяжело, выводить их из этой депрессии. А вторая крайность, ну ничего, вот да, мы выстоим, мы выдержим, сейчас война закончится, мы вернемся, и все будет как прежде. Это тоже очень плохая крайность, потому что как прежде не будет. Как прежде не будет ни у кого. И надо понимать реальную действительность. Эти разрушенные дома, эти, да, ваши погибшие сослуживцы, соседи, знакомые, это надо будет все тоже как-то принять, пережить, когда ты вернешься, когда ты узнаешь, да, что там погиб, например, твой там сосед или кто-то с работы. И у тебя уже будет совершенно другое отношение к жизни, и к тебе будет другое отношение. Начнется, как бы это ни было печально, но это будет, начнется психологический конфликт между теми, кто был там, и теми, кто сейчас вернется. Потому что те, кто остался там, вот опять-таки многие считают, что вот им легко там за границей, они вот уехали, там теперь живут себе, наслаждаются, а мы тут мучаемся. И идет неприятие тех, кто уехал. Но самое главное, это, во-первых, реально смотреть на вещи. Жизнь такая, какая она есть. Да, война – это страшно, это ужасно, это катастрофа, но мы должны ее пережить. Мы должны ее пережить и жить дальше. Только жить дальше мы будем уже совершенно другой жизнью. И какой, опять-таки, это выбор каждого. Можно ходить потом плакать и все время вспоминать, как было хорошо до войны, но это ж ничего не изменит. А можно найти в себе силы и приспосабливаться к новым условиям. Да, ты работал инженером на предприятии, сейчас этого предприятия не существует. Иди переквалифицируйся в строителя, которые сейчас нужны будут, естественно, для того, чтобы восстанавливать разрушенные города. Психологическое самое главное – это позволять себе расслабляться. Вот мы здесь каждую пятницу у нас посиделки, едим блинчики, и мы поем песни под гитару. Это нужно. Очень многие не могут себе разрешить даже смеяться. Я слышала такие слова, как можно смеяться, там идет война, а мы будем смеяться. Да, нужно смеяться, нужно радоваться тому, что есть сейчас. Мы все, особенно которые вот мы находимся сейчас за границей, мы должны вернуться туда психически нормальными людьми, чтобы освободить вот теперь тех, дать им возможность отдохнуть, а наша теперь будет задача восстанавливать эти города. Для этого мы должны быть нормальными. Но если первые дни войны, у меня даже есть там посты в Фейсбуке, если я писала, что я ненавижу всех россиян, то вот я сейчас делаю исключение только для тех людей, которые действительно не побоялись уехать из России, не побоялись противостоять Путину и его власти, всему, что происходит. К сожалению, эти россияне тоже очень пострадали. Эти люди сознательно уехали с России, потому что они не могут теперь там жить. Таких я, конечно, очень уважаю. А всех остальных к россиянам, да, отношусь крайне отрицательно. Вы убиваете население, вы убиваете женщин, детей, вы отправляете спокойно своих сыновей на эту войну и совсем спокойно все это воспринимаете. И большая часть даже не пытается ничего протестовать. Они наоборот, они все приняли это, вот эту спецоперацию. Ну и, конечно, ну как мы к ней можем относиться? Вот только ненавидеть. Западная Украина, она вся говорит только на украинском языке, восточная, вот Николаев, Одесса, Херсон – это русскоязычные города. Мы все говорили на русском, учились в школе на русском языке, при этом у нас, да, были уроки украинского. То есть мы владели и русским, и украинцем, кто-то хуже, кто-то меньше, но никто нас не заставлял. То есть я говорю на русском, напротив меня подруга, которая говорит только на украинском, мы отлично друг друга понимаем, и вопрос языка не стоял вообще. То есть это, опять-таки, это придуманный вопрос, это придуманное, опять-таки, оправдание, почему нас надо освобождать, что вот нам якобы не разрешают говорить там на русском языке, насаждают украинский, ничего этого нет. Были люди, которые были недовольны жизнью в Украине. Им всегда казалось, что в России лучше, там зарплаты выше, и то там лучше, и другое лучше. Очень мало, опять-таки, из них, кто там за идею. Это в основном, опять-таки, за деньги. Половина коллаборантов – это те, кому пообещали при новой власти хорошие должности, хорошие зарплаты, всевозможные льготы и так дальше. То, чего они не получали здесь,
Ну, поэтому они быстренько, так сказать, переметнулись. Просто тебе не нравится, ну так уезжай. Едь в Россию, живи себе в Россию, если тебе там больше нравится. Всем украинцам держаться. Держаться, верить в лучшее. Знать, что мы все равно победим, однозначно победим. Найти в себе силы и моральные, и физические, и духовные. Дождаться вот этого момента победы. Ну и потом всем вместе нам Украину возрождать. Все буде Україна. Россиянам говорить им одумайтесь, это бесполезно, если они за столько времени не одумались. Но все всегда возвращается бумерангом. Неся беду, горе, смерть другим, ты не становишься от этого лучше, человечнее. Ну вот там кто-то наверху, он все это видит. И когда-нибудь это, значит, все вернется потом к ним. Я не знаю, как и каким образом, но эти люди уже никогда не смогут жить нормальной, счастливой жизнью. И в этом они виноваты только сами.